Ну вот и закончился день рабочий. На улице темно, уже ночь. Поужинали, раствор приготовили на завтра. В принципе, собирались завтра ехать на рыбалку с Алексеем. Готовились, думали судака половить. Алексей что-то не хочет ехать, говорит, лучше я тут поковыряюсь. Я бы, конечно, с удовольствием съездил, но у меня, я не знаю, с пальцем проблемы. Я уже говорил, что-то опух палец. В общем, не знаю. Посмотрю завтра, встану, какое будет состояние руки. Если все нормально, может быть, конечно, и съезжу там до обеда, может быть, поплаваю на лодке, попробую порыбачить, если получится. Вот так, друзья, заканчивается наш день. Все. Наверное, на этом будем заканчивать. До свидания, спокойной ночи и вам. До завтра. Доброе утро, друзья! Как вы видите, уже всходит солнышко, время уже около 7 часов. Вот, и я выхожу на воду. Вон уже смотрю, появились лодки вдалеке. Все, быстренько забираюсь и на воду. Иду к лодке. Алексей не захотел ехать. Ну а я решил все-таки съездить. Хотя и погода такая сегодня не очень. Вчера было тихо, но сегодня, видите, волна. Так, ну что, как говорится, с Богом, пошли потихоньку. На русло пройдусь, попробую по руслу, посмотрю, что там. Вышел на бровку, резкий спад идет, уже 9-10. Вот стоит здесь рыбка. На бровке стоит много рыбки. Куча. Будем говорить, смотрите. Видите, что творится на дне? «12 метров. Попробую здесь заякориться. Вот на такую пробую приманочку побросать резину. Но грузик, наверное, маленький. Сейчас попробую поставить побольше грузик. Так как грузик, ну, здесь не для этой глубины. Так, ставлю вот такую вот мандулу. И 18. Глубина здесь 12 метров. Сейчас попробуем, что нам скажет мандула.
прошлом году в такое же время, да нет, не в прошлом, в 21 году, перед самой войной, я стоял вот на этом же самом месте и 12 судаков словил. Самый маленький был кило 200. Это двух, ну такие, два, правда, не было, ну килограмма по 1,5 были несколько штук. Так, а ну попробую все-таки карамельку поставить. Только груз поставлю побольше. Мандулу эту сниму. Возьму на карамель, поставлю 16 грамм. Как я и хотел. Вот на эту вот карамель. Сейчас сниму этот грузик. А ну сколько тут у нас стоит. 12 грамм. Это мало для такой глубины, я так думаю. Сейчас я поставлю 16. Это не для большой глубины там грузик. А вот этот вот на 16 должен пойти. Такая карамелька. Ну давай, карамелька, надеемся на тебя. Опа! Это вот несколько раз я так, ну как несколько раз, на полчаса выезжал, на землянку приезжали, и я так на полчасика выезжал сюда, только, будем говорить честно, только бензин выкатал, да и все. Ну сейчас попробуем, что тут карамелька нам даст. Уже паузы побольше делаю. И поменьше. То ли его тут нету. Хотя малек стоит. Ну не хочет никак. Нету, не знаю. Где она стоит, эта рыба. Хотя малек под нами стоит. Перешел немножко по руслу дальше. И тут вот хорошая стайка стоит. Сейчас попробую здесь побросать. Вот так. Малька я имею в виду, стайка. Стайка малька. Ну, скажу честно, малька не так уж и много. Когда я ловил в прошлые разы, то эхолот аж сбивался, не показывал. Вот, например, 12,80 он до дна не пробивал. Такая стояла толпа малька, что показывал он 3-4 метра глубину. Так, попробую мандулу. Не хочет на резину брать. Так. А ну что у нас за грузик здесь? 16 грамм поставлю. Вот такую вот рассветку мандулу. Небольшую такую, маленькую. Посмотрим, что оно нам принесет. Вот такая мандула. 16 грамм грузик.
Хочу попробовать на ту сторону перекинуть. На бровку я имею в виду. На ту сторону бровки. То есть, как вы поняли, бровка у нас есть с этой стороны и с той стороны. То есть русло здесь идет. Кто-то подмерз я. Сейчас чайку выпью горяченького. Ну, не такой уж он и горячий, честно говоря. Я еще его с дома вчера принес. Еще не допил. Ну, горяченький такой. Не сильно, конечно, не кипяток, но нормальный. Так, ну что, поклевок нету. Вытягиваю. И переезжаю. Поехали. Карты. Так. Пользовательские данные. Включаю. Маршрутные точки. Последняя надежда на эту точку. Когда-то тут тоже неплохо. Так, 130 метров осталось. Здесь я ловил и щуку на этой точке, куда сейчас иду. «76 метров осталось. Так, а что ж у нас тут, где мы стоим? Так, карта. Посреди русла я стою, друзья, посреди русла. Он тоже сосед стоял, уходит. Ну что, нет поклевок? Нет. Нету, да? А там выше не были? А? Там выше не были? Был. Ну и что там? Ну, нет поклевок. Нету, да? Не было поклевок. Ну, рыба есть, стайки стоят, а не хочет. И щуки не было, да? А? И щука не клевала, не брала? Нет. Я уже, друзья, думаю, может у меня одного тут. Думаю, узнаю. Подплыл. Он рыбачок рядом стал. У него там такой телевизор, наверное, я не знаю, ну, наверное, диагональ сантиметров 40. Эхолот какой-то крутой.
Ну и у него спрашиваю, что там эхолот показывает. Он говорит, мелочи есть, стоят стаи. Я говорю, а судака не видно? Судака не видно. Ну, в общем, постоял минут 15-20, побросал, тоже поклевок нету. Не знаю я, что оно не хочет. Так, не буду я больше здесь сидеть. Раз нет поклевок, нет, значит нет. Все, значит, собираюсь я и выдвигаюсь к домику. Хватит. Подхожу потихоньку к домику. Да, рыбы очень много. В воде было очень много рыбы. На эхолоте, да. Нет, поклевок не было. Вообще ни одной поклевки не было. Подъехал ко мне там парень с таким с телевизором. Вот. Как у Сереги, наверное, вот тот знакомого твоего. Вот. Ну, спрашиваю у него, ну что, как дела? Он, а у вас поклевки были? Есть. Я говорю, нет. Он, ну, у меня тоже. Я говорю, давно на воде? С утра. Вот. Я говорю, ну, а видно? Говорит, малек есть, а поклевок нету. Да, ее сейчас надо на колеса поставить. Она ж без колес пока. Ты ее, может, и не тяни, тогда смысл. Где-нибудь заехать. Ну что, Леш, работа продвигается? Так, потихоньку. Не спеша. С удовольствием. С удовольствием? Ну, конечно. Когда Ага. никуда никто не гонит, оно и с удовольствием. А тебе что, кто-то куда-то гнал? Погода. Ага, Спешить надо. понял. Было хорошо. Печка не перетухла? Нет, я подбросил. Так, Леш, ну что, давай позавтракаем. А это, какао ставить? Ну, поставь какао. Чайник есть? Чайник есть. Так. Подожди, а нож что здесь, а то я там нож оставил. Вот, хлебушка подрежу, сало. Чайник не есть. Чайник пить. Ну да. Что ты тут в тишине насиделся? Порядок. Да ну, пока таблеточка подействовала. Посидел чуток. Да, хорошо. Так, ты на мастерке, мне надо то там глину подмесить, то подкинуть. То это, ну, ты всегда в занятости. А так ты сам себе хозяин и не спеша себе вот делаешь. Ну, это мой темп, я так привык, я так люблю. Вот. Нет, понятно, что вот когда ты на работе, да, тебе нужно бегать все время, успевать Не, все. но... А когда вот я сам, я вот делаю вообще на расслабоне. Захотел, присел. Меня я Нет, никого а ты- этим не задержу, никому. Слышишь, Понял. я тебя понял. Но ты на расслабоне, ты ж не забывай. На расслабоне ты лишь... Смотри, ну, как на расслабоне. На расслабоне бревна напилены, замес практически сделанный. Ну, И ты да. потихонечку, раз, не Да. спеша, да. А если самому брать, Ну, а понятно, ну-ка, это надо намного пойти дольше. бревна натягать, потом их распилить, потом песка принести, потом Понятно, самому что все на сделать. несколько дней растягивается. Но Да, да. А ну давай, насыплю туда сальца. Вот чистая эту Ну, ложку. Ну, ложку да. достанет, сюда и сюда насыплю. И мы тут не отравимся. Вот, смотри, сало. сюда удобно. Видишь, все-таки не зря мы взяли что-то перекусить. И потому как в прошлый раз мы планировали с Алексеем, что ничего не будем брать с собой, приготовим здесь. Но оно получается так, как работы здесь очень много, будем говорить, и некогда, в принципе, даже готовить. Лучше бы
Ну, то есть когда, но не хочется тратить время на приготовление. Ну да, потому как приготовить нужно это как минимум час-полтора, а то может быть и два. Его нужно потерять. Я тоже, в принципе, даже не хотел сегодня ехать и на рыбалку. Что-то мне предчувствие такое было не очень хорошее по поводу рыбалки. Я и не... и они мне, как говорится, не подвели мои предчувствия, потому что, ну, не было вообще просто, Леш, не было ни одной поклевки. Вообще просто, даже ни намека. И я подъезжал, спрашивал у людей. Нету. Нету, говорит, поклевок. Тишина. Ну да, странно. Время вроде пора такая, что должен брать. На, тебе кусочек. Не, Чего? мне хороший. Да, что тебе Салат. хорошо тут? Хрен. На. Переешь, у меня тут еще есть. Татьяна наложила 2 куска, он еще там есть, так что бери, ешь. Так, все. А где у меня здесь крышечка? А вот. Готовить будем всякие кулинарные шедевры, когда уже зимой придем на зимнюю рыбалочку, придем, замерзшая печка, а тут горячая, сразу туда сковородочку и что-нибудь с бацем. Да. Ну вот есть это, ух ты, Карлос, ты так врываешься, как не знаю кто, очень быстро. Опа, есть. Сначала полезное, а потом вкусное. Ну да. Ох и горькая гадость. Булочек нету, бляха, муха, надо было бы с булочкой сейчас. Мы позавтракали, а теперь пьем кофе, пьем какао. Вот. Ну и есть такой закон: после вкусного обеда, по закону Архимеда, полагается полежать. Поэтому я тут немножко 5 минут полежу и примемся за работу. Правда, Алексей говорит, что уже аккумуляторы посажены, в принципе, все. Но у меня еще на гайковерте 2 аккумулятора. Я не знаю, один точно не посажен, он практически свежий, но второй может немножко подсаженный. Но я думаю, еще желательно бы, конечно, подпилить бы еще чурок и хотя бы вот эту стенку бы немножко бы подложить еще. Вот эту вот стеночку нужно бы доложить ее, чтобы потом одним баннером закрывать. Я уже, если честно, это какао не пил, уже забыл когда. Кстати, оно же сейчас продается в магазинах. Раньше, напомню, вот таких вот по 200 грамм в пачках какао продавалось. И вот это я помню, что родители и матушка готовила его. Помню, большую кастрюлю такую, как наварит, порог, она остынет, потом порог поставит и бегаешь ее пьешь кружками. Как компот. Раньше его пили. Слышишь, Леш? Да. Ну вот у меня один вопрос-то, конечно, такой. Мы что хотели здесь окошко выложить, Ну, тоже кстати. вариант. Так мы уже, считай, все закончили, получается. Окошко вставить и готово. Не, ну там вот то окошко небольшое. Его можно, впрочем, его высоко само, наверное, не надо ставить под самый верх. Его так, чтобы в печурке печечка было видно, что готовить. Ну, как мы с тобой разговаривали, оно будет светить. Вот, например, этот ряд сейчас, который вот это вот тут доложил 2 ряда, вот, взять, сравнять его, вот этот 3-й ряд, и положить окошко. Как ты думаешь, или выше поднять его? Можно Ну, выше поднять Может быть и так. на да. 2 ряда. Ну, то И есть оно как раз будет, вот если этот ряд выровнять, то будет в уровень с тем окном. Что ну справа. да. И Вот будет и будет она свет на печку. свет на чтоб печечку готовить будет, да. виднее там. Готовить виднее, да, там. Что там, как. А так В общем-то, да. Ну и лежа так выглянуть. в окошко туда Ну, прямо, кто пришел во двор. Да. Брать топор или Или приглашать цветы. приглашать, да, или доставать стакан. Да. Так. Ну что, время, наверное, уже 12.
до 12. Нам еще часа 3 осталось работы, поэтому, наверное, сейчас мы допиваем и встаем. Так, что, идем? Идем. Нам еще надо хотя бы одно хорошее бревно найти, чтобы его попилить и притянуть. Опа. Оп, 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 оп. Так, Лёш, куда идем? Ты вчера нигде не замечал? Это что замечал, уже порезали. Вот так вот бревнышко вот это. А что, как ты ее предлагаешь нести? Катить. Говорит, круглое тягаем, квадратное катим, да? Так, давай, бери. Я потом возьму, а то я так. Кривулю напилили. Так, где тут центр? Тут где-то. Ты неправильно делаешь, вот ты неправильно берешь это самое. Ну ладно, все, бери. На, возьми правильно. Давай, давай. Так, поднатянуть струну. Вот так вот. Так, еще одну чурку. А это не размер чурка, да? Нет, не размер. Ух, а здесь стоишь, и от печки жар сюда идет.
А ты вот эти вот сучки можешь пообрезать? Можешь. Ну, пообрезай. Может, нам пока не стоит из-за нее тратить всякую энергию. Ну, давай, пока можно. Так. Что такое? Леша, а ну двумя руками, у меня палец, я не могу. Стукни, пожалуйста, чтобы сколоть эту. Еще. О, отлично. Есть. А ну это не пойдет. О, как тут ты была? Как тут ты была? Подойди сюда. Да я отсюда Тут, чувствую. тут стоять нельзя. Это вообще, тут просто отсюда жарище идет. Вот. Я вот вспомнил, часто замечания делали. Говорю, какой кривой рез получился, да, после пилы. Мыши опять скачут, в рюкзак мне заскочила, зараза. Что сделаешь? Ага. А мне пишут, мол, пила не режет, а пилит. То есть, получается, ну, кривой пил. Или, ну, как считаешь? Нет, кривой рез. Кривой пил, кривой рез, это практически, а ты посмотри, значит, есть очень много видео, там и так и говорится, кривой рез, кривой пил, да, это можно спил кривой, ну, по-разному говорят, это точно так же, как, мне кажется, как со словом ракушка, 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 кривой пил, кривой срез, Ну, типа того. ну, по-разному люди говорят, я думаю, так, там черт его знает. Так, надо вот это вот срубать кусочек. Так. Ты сюда, наверное, ее и резал, да? От нее кусок уже использовал где-то. А, вот она, в самом низу, второй ряд. Видишь? Ага, я видел, ты там резал, да. Бля, подбираю, подбираю, сама потом туда же и бросаю. Я с земли, он, видишь, немножечко вниз подмотываю. Есть. На этом ряду или на следующем? Да, друзья, вы еще, наверное, не знаете. Мы с Алексеем решили, что вот сюда, мы вставим окошко, которое у нас было в землянке. Там в землянке у нас осталось окошко. Вот. И мы ее вставим сюда, ну, чтобы двери не открывать, вдруг кто-то во двор к нам пришел. Вот. Сразу в окошко зырк, кто есть, и все. Вместо глаз. Вот сюда вот. Так что окошко, я здесь думаю, нужно будет. Ну и естественно, соответственно, нужно будет меньше бревен сюда пилить, как мы уже сказали. И как вы догадались, наверное. Ты там ту включил, не включил? Нет, это не включено. Сейчас. Опа. Вот нам бы поведовать вот это вот, мы уровень или нет, Леш, как ты думаешь, мыслишь? Вот так вот. Чтобы нам сделать уровень здесь, по уровню выложить под окошко. Да. По окну можно, в принципе, выставить. Чуть выше получается. Ну-ка еще разочек. Вот смотрите, я смотрю по тому окну.
В принципе, вот так вот, да. Давай. Это сразу надо сколоть ее. Так. Так, а где я? Опа! Так. Кора тут-то надо. Что-то бляхануло. Потом позамазал. Угол я. Ну. Не знаю, влезет, нет. Отлично. Отлично. Не ни на что не надо чухать здесь. Вот она. Стоит как пиленая. Растворчика надо только. Бросишь раствора. Вон лопата, Леша. Сейчас еще сюда несколько чурочек долажу. Выбиваем вот здесь вот горизонт. И устанавливаем сюда окно. Очередное. И будет здесь еще одно окно, друзья. Еще одно. Возможно, не последнее.
Нет, наверное, все-таки последнее, я так думаю. Но еще и дверь будем устанавливать. Вы не думайте, что у нас будут только окна. Будут еще и двери. Сюда, Леша. Эх, бляха-муха. Сейчас. Опа. Опа. Так, все. Опа. Я уже отсюда зашел. Вот сюда. Вот. Так. Так, туда я подложил растворчику. Сейчас его туда забью, чтобы он прижался к столбу. Вот так. Отлично. И теперь здесь нет возле столба дырочки. Все замазукано. Ну это смотрится так классно. С рулежками, как-то изба, да? Как и было задумано, ты хочешь сказать, да? Да. Я думал, что прямо под веревку, то это совсем толстая. Она, да ну, там такого, наверное, у нас и нету. Да ну. Прям между этими можешь ложить. Ну вот еще столько же, наверное, осталось. Сколько надо там времени? Сейчас посмотрим. Так, Леш, давай чурочку, не сильно толстую. Вообще толстую, но я ее сейчас скалю. Насколоть надо будет сейчас. Оп. Пополам. Пополам, да. Опа. Сзади тебя пенек услышу. Вот тут вот есть такая. Вот так. Не. Там, по-моему, она уже сдохла. Леш, ложись сразу. Давай я почему. Так, ну и чурочку сюда надо. Какую-то. А ну я сейчас сюда опять раскалю. Подожди пока еще. Ну, вообще, или можешь, в принципе. Опа. Вот так вот. Возможно. Все, последнее. Можно еще собрать с пола, с той стороны, с этой. Так, а как же ж нам тут? Тут тоже надо выпилить в чурке, наверное, что-то. Чтобы они были такие же везде одинаковые. Лёш. Сейчас. Ну, что, туда? Да, вот сюда вот чурочку не толстую. Ну что, по-моему, там толстая. Отлично. Не, ну вот смотри, нам уровень какой надо. Ну, так посмотри. Ну, имеется в виду среднюю, не ту здоровенную, среднюю. И 50% спали задка срезать. Ну, вот лежит вот это вот, может быть, пойдет она.
Так, чтобы вот тот чуть сбить сучок. Вот тот, который... Да. Чтобы вот так ты... Да. Надрежь и вот так сколоть тот сучок. Вот это нам надо сколоть. Я боюсь, что он вот по трещине, бляха. Поэтому я говорю, что, наверное, надо спилить. Ну давай на пень. Не-не-не-не-не. Вот так, во. Хорош пока. А теперь давай чем-то мое. Еще. Опа, отлично. Есть. Опа. Так, этот сучок теперь мешает. Так, ну-ка примеряем. Опа. Отлично. Сядет все. Так. Сюда? Да. Раствором. Так, будешь ставить сегодня, да? Ну да, в принципе, у нас же саморезы есть. Сейчас его расклиним и все, и установим, да? И все. Друзья, это для того, чтобы мы смотрели сюда, я вам уже говорил. Ну, так как, ну, вдруг зайдешь кто-то со двора, сюда, с центрального входа. Глазка нету у двери, поэтому мы будем, я думаю, смотреть в окошко. Можно будет сразу с окошка, там с кровати или вышел сюда, если кто-то сюда зашел во двор, там кричит или какой-то шухер, как говорится, подошел в окошко сюда вот так. Алло, кто там? Ты что сюда пришел? Вот и все. Правильно? То есть все прекрасно будет. Уже и со шторочкой. Так, ну что, давай, окошко. Торжественно устанавливаем четвертое окно. Сделаем его как все, в серединке, или чтобы там была подоконничек побольше.
Не, в серединке сделаем. Зачем нам подоконничек? Нам здесь Так. вот так вот, да. Только Ты вот- хочешь в одну сторону плотно? А я не знаю, да, как лучше сделать его. Всё. Ну, аккуратненько только. По чуть-чуть. Тух-тух-тух-тух. Вот так? Вот так, да, молодец. А, красиво закрутил. Все. Во, О. всё, теперь тут оно. А тут мы с этой стороны чурки ложим большую чурку, и чтобы она можно будет и сюда вырезать на край, и на стол, чтобы зашла. Кошка здесь небольшое мы все-таки решили с Алексеем сделать. Потому что грибы тут растут, и нужно видеть, что пора идти за грибами. Да. Ну, в общем, вот это заложится у нас. Ну, вы видите, что здесь многие говорят, меньше чурок надо будет. Ну, тут 3 чурки или 4 чурки на это. Но зато мы будем видеть, что творится на улице. То есть, и, конечно, будет свет падать. Здесь у нас под этим окошком как раз печурка. И на печку будет хорошо видно, когда готовишь, свет будет падать. В общем, прекрасно будет. А потом же мы ж еще планируем, друзья, здесь сделать навес, летняя кухня. Надо ж будет, столик накрываешь в окошко, раз посмотрел, что накрыто, что нет. Сами понимаете. Ну, в общем, как-то так, друзья. Ну что, будем потихоньку собираться, наверное. Да. Раствор закончился. Да, раствора нет, раствор закончился. Это уже должно сухнуть. Да, надо же еще нам все будет зашить. Еще все зашить. Да, И растопить печку опять, как в прошлый раз. И чтобы она сохла. Иначе вот это вот ничего не высохнет. ну да. Надо. Ну да, сейчас нормально смотрится, да? Не, я не то, что по уровню, а вообще. А стеночка какая, посмотри. Просто супер. Красивая. Тут осталось, в принципе, немножко доложить и все. Да. Ну, немножко это как немножко? Немножко это на день работы здесь еще. Сомневаюсь, может и больше. Так, ну что мы делаем? Скручиваем рюкзаки. Потом зашьем. Так, ладно, сейчас я, наверное, сразу прощальное слово говорю, и все нафиг. Ну, я позже это расскажу. На, у меня рука болит, подоставай это самое. Все, положи его туда. Чей туда на эту самую занеси, я там буду слаживаться. Ну, давай, прощальный. Да. Ну вот так, друзья, заканчиваем мы нашу поездку. Выложили, в основном занимались мы вот этой стеной, как вы видите, ее практически заложили вот по грудь. Установили, будем, ну еще не совсем установили, но уже, будем говорить, сделали такой, будем говорить, как правильно сказать, Предустановку. Не знаю. так, ладно. Вот. Как вы видите, практически по грудь установили, вернее, выклали стену выклали практически по грудь. Вот, установили окошко. На следующий раз мы с Алексеем планируем, значит, все-таки заняться той стороной, которая идет к лесу. И заложить, купить, привезти уже в следующий раз трубу и полностью дымоход вывести, так как он должен будет стоять, и заложить ту с лесу стену. И заложить, естественно, дымоход, чтобы уже там не было никаких щелей. Вот. Если успеем уже на следующий раз, то уже будем докладывать эту стену. Вот. Все, друзья, заканчивается день, уже начинает сереть. Мы сейчас будем собираться и отчаливать домой. На этом буду заканчивать свое видео. Все, до свидания, до новых встреч на моем канале.